машина потекла. Белый Chevrolet. Все, капец машина. Это Башкортостан. Здесь набирают обороты половодья. В одном из районов уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Также сегодня в выпуске ВСУ прорвали границу под Белгородом, а Путин поговорил с Дональдом Трампом. Это программа «Новости в воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. ВСУ прорвали границу под Белгородом. Несмотря на сообщения российских властей о том, что атака отбита, обстановка на границе сегодня утром остается напряженной. Идут взаимные обстрелы, из всех орудий работает авиация. Всего Минобороны России сообщает о 5 волнах атак украинцев. Под удар попали приграничные села Прилесье, Графовка, Демидовка, Липцы. Они находятся на расстоянии от нескольких сот метров до 3 километров от границы с Украиной. Атака ВСУ началась еще накануне, 18 марта в 6 утра. Бронегруппы выдвинулись из Сумской области. Это опять же информация российского Минобороны. Z-каналы пишут, что ВСУ стянули силы к границе еще ночью, разминировали подходы и попытались зайти на российскую территорию в составе 1,5 десятков единиц бронетехники, нескольких танков и пехоты на квадроциклах. В СМИ также появилась информация, что инженерные машины ВСУ прорвали заграждение из зубов дракона на границе. Телеграм-каналы публикуют и фото, но российское военное ведомство, естественно, утверждает, что пересечение границы армия не допустила. Зато по неофициальным данным, весь вчерашний день в целом ряде населенных пунктов шла эвакуация населения. Районный центр, село Красная Яруга. По данным издания «Пепел Белгород» закрыт на въезд. И вот эту информацию уже подтвердил глава Краснояружского района в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова во ВКонтакте. Временно въезд ограничен из соображений безопасности. Если у вас остались дома родные и требуется временный выезд, обязательно сделаем это. Сам Гладков ситуацию в регионе называет сложной, однако настаивает, что ВСУ на территории области нет. Самое главное, на нашей территории противника нет. О боях на границе пишут и местные телеграм-каналы, но насколько глубоко силы Украины вошли в российский регион, неизвестно. Государственное информагентство ТАСС заявило, что операция ВСУ – это провокация и попытка киевских властей создать негативный фон вокруг переговоров Трампа и Путина. Ну а сам разговор Трампа с Путиным состоялся, как и было запланировано, и длился более 1,5 часов. Главный вопрос остался неотвеченным. Приблизила ли беседа к предвыборному обещанию Трампа положить конец войне в Украине? Прежде чем сделать заявление, Кремль и Белый дом хранили тишину около часа. Первым молчание прервал Кремль, опубликовав весьма сухой официальный релиз. Из него следует, что Путин все-таки поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. И даже дал соответствующую команду военным. Хотя еще в четверг он высказывался об идее перемирия неоднозначно. И мы за. Но есть нюансы. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться. Впрочем, формулировки Кремля снова довольно обтекаемые и оставляют вопросы. Например, о том, продолжит ли Россия наносить удары по украинским городам. Особенно учитывая, что ответные удары Владимир Путин затем сможет использовать как предлог, чтобы разорвать договоренности. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта Кремль называет прекращение иностранной помощи и предоставление развединформации Украине. И это условие может оказаться очень чувствительным именно сейчас. В понедельник главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться об увеличении военной помощи Киеву. Среди тех, кто был не готов поддержать эту инициативу, Италия. Ее министр иностранных дел прямо заявил, что сначала хочет дождаться итогов телефонного разговора Трампа и Путина. Среди других условий Кремля – остановка мобилизации и перевооружения ВСУ. Ну а чтобы показать свое расположение, Путин так и быть согласился провести обмен пленными 19 марта в формате 175 на 175. И в качестве жеста доброй воли он даже передаст Украине 23 тяжело раненых военных. Свою любимую песню про киевский режим Путин, конечно, тоже не забыл и сообщил Трампу о недоговороспособности Зеленского и о страшных преступлениях ВСУ. Также Белый дом сообщил, что Путин и Трамп договорились начать переговоры по реализации морского перемирия в Черном море. Они начнутся на Ближнем Востоке немедленно. О судьбе Крыма и других оккупированных территорий ни в одном из пресс-релизов не говорится, хотя сам Трамп намеревался говорить с Путиным об этом. Мы поговорим о территориях, мы поговорим об атомных электростанциях. Понимаете, это большой вопрос. Но мне кажется, мы многое уже обсудили с обеих сторон.
Ранее издание Independent писало, что Украина обозначила США свои красные линии и смирилась с замораживанием нынешней линии фронта, а также с тем, что Россия удержит часть оккупированных территорий ради прекращения огня. Дональд Трамп также прокомментировал итоги разговора у себя на странице в Truth Social. Он назвал его хорошим и продуктивным. Процитирую: «Мы будем работать над полным прекращением огня и в конечном счете над завершением войны между Россией и Украиной». Конец цитаты. Впрочем, Владимир Зеленский его оптимизма не разделяет. На пресс-конференции в Хельсинки, где он сейчас находится с визитом, украинский президент заявил, что уверен в том, что Путин просто завалит Украину условиями и ни на какой мир на самом деле не настроен. Кроме того, он отметил, что если Россия, вопреки договоренностям, продолжит бить по энергетике, Украина будет отвечать. Мы будем поддерживать такие предложения. Но очень интересно знать детали и что предлагают реально, до чего договорились стороны. Снова вернусь к этому. Как только мы узнаем подробности от американского президента, от американской стороны, мы скажем свой ответ. Пока Владимир Путин убеждал Дональда Трампа, как сильно он хочет мира, его армия снова била по Украине. Вот кадры из Сум. Там российские беспилотники за вечер и ночь попали в 2 больницы. Эвакуированы пациенты и персонал, повреждена крыша, обошлось без жертв. Гремели взрывы и в Киеве. В Харьковской области дрон попал в автомобиль. Одна из женщин, находившихся внутри, погибла. Еще одна женщина и 3 мужчин получили ранения. А в Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками повреждены частный дом, хозпостройка, машина и газопровод. Погибших и раненых нет. А вот ТАСС сообщил, что российская армия ударила в этом регионе еще и по нефтебазе, спустя всего несколько часов после того, как Путин пообещал не бить по энергообъектам. Но ВСУ, впрочем, не остается в долгу и тоже продолжает обстрелы России. Это кадры из Кубани. Там горит нефтехранилище. Смотрите, горят как. Сейчас проехали. Этой ночью ВСУ атаковали одну из крупнейших нефтебаз Юга России в городе Кропоткин в Краснодарском крае. На месте падения обломков на территории предприятия продолжается пожар. Поврежден трубопровод между резервуарами. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники. 30 человек дежурной смены эвакуированы. Работа предприятия приостановлена. Причем, как говорят очевидцы, атаковали нефтестанцию как минимум 3 за ночь. Снова летит. Кавказскую бомбят. Место атаки – важное звено экспорта российской нефти. Нефтебаза и перекачивающая станция Кропоткинская – часть Каспийского трубопроводного консорциума, который обеспечивает транспортировку казахстанской и российской нефти за рубеж через порт Новороссийска. Также накануне вечером украинские дроны дважды атаковали Брянскую область. Один доброволец получил ранение. В Курской области ВСУ ударили по зданию школы в Рыльском районе. Повреждена крыша здания. А вот в Судже дрон попал в волонтеров, когда они ехали за людьми для эвакуации. 4 человека пострадали, 1 в тяжелом состоянии в больнице. Казус нечаянной радости и ее поспешной отмены по поводу переговоров России и США случился в Москве. Вот ночные кадры от посольства США на Новинском бульваре. Вскоре после телефонного разговора Путина и Трампа у здания миссии начали демонтировать огромные буквы Z, V и O. Они стоят там с ноября 2023 года. Тогда буквы установили вместе с лозунгом «Мы вместе» прямо напротив главного входа в посольство. Причем в цветах российского флага, как символ поддержки армии и демонстрации народного единства. История про демонтаж моментально попала в СМИ. Марии Захаровой пришлось посреди ночи объясняться у себя в телеграм-канале, мол, вы все неправильно поняли. В буквах просто меняют лампочки, чтобы их виднее было. В итоге спустя 3 часа, уже глубоко в ночи, буквы вернули на место и начали мыть прямо там, но уже под прицелом операторов российских пропагандистских телеканалов. Страшный пожар в Челябинской области. Ночью в одном из райцентров там загорелся частный жилой дом. Родители и 2 детей, мальчики 13 и 10 лет, успели эвакуироваться. Дети получили различные травмы и ожоги. Но младшая дочь не смогла выбраться из огня. Ее тело обнаружили сотрудники МЧС уже после тушения пожара. Девочке было 8 лет. Там же, в Челябинской области, очень сложная ситуация с весенним паводком. После того, как под воду ушли сразу 2 района города Аша, там начались отключения электроэнергии. Там же затопило 150 домов, в 90 из них вода зашла в жилые помещения. Из города уже эвакуировано почти 200 человек. В поселке Кызыл-Маяк и селе Варна прорвало плотины. Пока ситуация остается под контролем, уровень воды даже немного снизился. А вот в городе Катав-Ивановск из-за активного таяния снега и продолжительных дождей сошел оползень. По словам очевидцев,
обвалился приблизительно 8-метровый участок улицы. Теперь жилые дома оказались практически у самого обрыва. Жильцы боятся, что их просто стянет вниз. За ночь существенно ухудшилась ситуация в Башкортостане. В Архангельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Во вторник, 18 марта, максимальный подъем рек составил почти 3 метра, а накануне вечером ситуация начала резко ухудшаться. Из-за быстрого подъема воды в реке Инзер в районе Азова затопило 99 придомовых участков. Более сотни человек эвакуированы, из них 20 детей. Большую часть разместили в пункте временного пребывания. Спасатели направляют в район дополнительные силы. Затапливать начало и Оренбургскую область. Пока только мосты и дороги, однако именно здесь в прошлом году паводок обернулся настоящей катастрофой. Уровень воды поднялся до 12 метров, десятки тысяч домов оказались затоплены, десятки тысяч людей были эвакуированы, 8 человек погибли. И именно здесь, на печально известной дамбе в Орске, местные жители обнаружили дыру глубиной в 3,5 метра. Издание 7/7 пишет, что ее пробурили для проверки, а вот заделать забыли. На другом участке дамбы образовалась яма. По словам местных жителей, она образовалась еще в прошлом году, когда люди эвакуировались во время предыдущего паводка. В августе ее начало затапливать. Об этом знает и прокуратура, и администрация, но ничего не предпринимают. Горожане боятся, что именно в этих местах дамбу может прорвать. Через 2-3 недели в городе ожидают новый паводок. Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова через суд добился перевода в колонию в Чечне, поближе к дому и к родственникам, то есть, по сути, освободился. Речь о Хамзате Бахаеве. Это один из 5 приговоренных. Он получил 11 лет. Как установил суд, Бахаев снабжал киллеров информацией и должен был укрыть их после преступления. На фото он в черной бейсболке. Бахаев жаловался, что не может видеться с семьей из-за того, что сидит в Кировской области. В итоге ему даже присвоили компенсацию в 5000 рублей. Месяц назад исполнилось ровно 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Сидят исключительно исполнители. Имя заказчика ни следствие, ни суд так и не назвали. Сегодня сборная России по футболу сыграет с командой Гренады. Это такая карибская страна с населением из Басманный район Москвы. Капитаном сборной впервые за долгое время будет Артем Дзюба, но только на один матч. Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне игры сравнил его с героем популярного трека «Сигма Бой». Дзюбе 36 лет. В матче с Гренадой он может побить рекорд Александра Киржакова по числу голов за национальную сборную. У обоих сейчас по 30 забитых мячей. Сам Дзюба на пресс-конференции заявил, что после установления рекорда может завершить карьеру в сборной и назвал матч с Гренадой своим последним танцем. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и ставьте лайки им тоже. Так вы помогаете нам распространять наш контент. Ну и, конечно, вечером обязательно смотрите программу «Воздух». Подведем итоги дня для вас. С вами работала Юлия Азарова. Всего хорошего. Берегите себя.